Станет ли решающим год 2025 для российско-украинской войны и, возможно, всей геополитики мирового масштаба? И что же хочет, к чему стремится Дональд Трамп, который и будет одним из главных установителей правил этой игры? Хочет, возможно, аннексии других территорий или, наоборот, возвращения незаконно аннексированных диктаторами территорий тем, кто на них заслужил. Обо всем этом говорим прямо сейчас. Прямой эфир Ютуба 24. Ирина Узлова зовут меня. И с нами Юрий Рашкин, общественный политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин. Юрий Липштейн, исполнительный директор некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. Друзья, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Слава Украине. Здравствуйте. Спасибо, что находите время. Не знаю, найдет ли время Дональд Трамп на то, чтобы сделать Канаду 51-м штатом, да еще и посмотреть относительно Гренландии и других, возможно, каких-то соседей. Но The Washington Post пишет о том, что на самом деле у Трампа, по крайней мере, не прям его устами, но и его команде, объясняют его противоречивые заявления относительно Гренландии, Канады и других соседей тем, что это все вкладывается в рамки противодействия Российской Федерации и Китая. Главная миссия Трампа — противодействовать этим двоим, и она является общей нитью, объединяющей его комментарии в отношении Канады, Мексики, Гренландии и Панамы. Это не просто пугание, во всем этом есть цельная соединительная ткань. Трамп знает, на какие рычаги давить и какие препятствия у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги, заявил Вашингтон Пост неназванный чиновник. И, Юрий, знаем, что мы в Канаде, ну что ж, чувствуется уже на самом деле, что какая там цель Дональда Трампа — сделать Канаду 51-м штатом или противодействовать прямо оттуда Российской Федерации, Китаю. Какие настроения в самой Канаде? Боятся ли там? Знаете, в Канаде люди продолжают просто жить своей жизнью. Они ходят в магазины, они радуются жизни, они смотрят сейчас же праздники. Но, как сказала Бупи Голдберг на программе The View, празднуйте сейчас, потому что после праздников такое начнется. Поэтому канадцы сейчас отдыхают, и да, приятно заехать сюда, посмотреть, чем занимаются наши соседи сверху, как они нас смотрят на все то, что происходит в Соединенных Штатах, как бы высунуть свою собственную голову из песка и посмотреть, что происходит снаружи. Сейчас происходит, можно понять, что хочет Дональд Трамп, почему он, как бы, его призыв нацелен. Не нужно быть таким Трамп-ферштейнером, переводчиком Трампа, чтобы понять, что с его точки зрения сейчас начинается дерибан мира, раздел мира. Значит, нужно разобраться. И в этой ситуации Америка не может оказаться в последней очереди, когда все уже все разобрали, а Америка стоит себе как оплеванная и ждет, пока кто-нибудь Гренландию даст. Поэтому нужно срочно сейчас, друзья, включаться, чтобы строить сейчас, видимо, приехали время империи, потому что сильные мира сего будут строить свои, увеличивать свои сады и огороды. Надо признать, что американцам эта идея намного меньше импонирует, чем, мне кажется, россиянам, которые своим вот этим радостью по поводу Крыма купили Путину, возможно, 5 лет популярности. В Соединенных Штатах, если мы присоединим Гренландию, мне трудно при себе представить, чтобы у нас начался полный ажиотаж по этому поводу, что, наконец, Гренландия наконец-то наша. Потому что в Соединенных Штатах мы даже Пуэрто-Рико не можем присоединить до конца, потому что это деньги, это затраты, это непредсказуемая политика. Это такой странный подход для демократии, смотреть: о, сейчас мы еще территориями обзаведемся. Так себя ведут империи. Но при Дональде Трампе национальные интересы Соединенных Штатов, видимо, будут не теми, какими многие думали они являлись. Уриэль, а как вы полагаете, это все-таки какие-то тоже проявления империалистических амбиций или действительно какое-то начало противодействия китайским интересам? Ведь там они тоже, конечно, присутствуют в озвученных Трампом территориях. Нет, я не думаю, что это какая-то такая сильная стратегия, чтобы бороться против Китая. В реальности, извиняюсь, мы будем потом это обсуждать. Я думаю, что весь вопрос борьбы с Китаем — это совсем другое. Это многие, я так вижу, считают, что Трамп будет очень сильно бороться против Китая. Я с ними не согласен. Я думаю, что наоборот, мы достаточно скоро увидим, как Трамп и Си Цзиньпин, такие же близкие друзья, как Трамп и Ким Чжон Ун. Но вопрос, вот что с Канадой, что с Гренландией и так далее.
Я скажу такую историю. Во время первого срока Трампа один из моих достаточно близких друзей работал в Госдепартаменте. И он мне рассказывал, вот как Трамп первый раз высказался и сказал, что он хочет купить Гренландию. Вот первый раз он это сказал так шутливо, может быть, и никто ничего, в общем-то, не среагировал. Но потом он сказал второй раз на Твиттере, он сказал, что вот он хочет купить Гренландию и поставил картину на Твиттер, где там Trump International Hotel в Гренландии. Значит, забавная часть этой истории, это несмотря на то, что это было абсолютно нереалистично, никто серьезно ничего про это даже и не думал, но из-за того, что президент США так высказался и высказался на Твиттере, это потом команда, целая команда в Госдепартаменте должна была провести 3 полных дня, делать исследования и организовывать репортаж, сколько это бы стоило. Что это было бы, что это означало бы купить Гренландию, что это означает, как это выглядит, какие экономические вопросы и так далее. И, конечно, ничего тут и не могло случиться, потому что они бы никогда не согласились бы продать. Более того, извини меня, так ты не несешь внешнюю политику страны. Но несмотря на это, из-за того, что Трамп президент был США, целая команда в Госдепартаменте, которые, они получают зарплаты, это не бесплатно, они должны были организовывать эти исследования и сделать презентацию более высоким людям в администрации. Я так думаю, что в этот раз будет более-менее похоже, несмотря на то, что и Трамп, и будущие члены его кабинета, и те, которые вокруг него, они, первое, более лояльные, и второе, они лучше знают, как эта администрация, американского правительства работает. Несмотря на это, я думаю, что все это бред. Ничего с Гренландией не будет. И с Канадой, да, будут с Канадой борьбы насчет тарифов, насчет таких вещей. Но вот будет ли Канада 51-й штат? Да нет, конечно, это все разговор в пользу бедных. И я думаю, что вот мы как раз должны сконцентрироваться не на этом, а вот на вопросе, как вот Трамп будет противостоять против Китая. Будет ли он противостоять против Китая? Как он будет противостоять против России, если он будет? Вот эти, я считаю, ключевые вопросы. А что он будет делать, вот будет ли с Канадой, с Гренландией и так далее, это несерьезный разговор, я считаю. Мне кажется, я бы хотел тут уточнить, потому что, мне кажется, это все 2 стороны одной и той же монеты. Потому что, как говорит Байден, у нас противостояние демократии против авторитарных стран. И в этом ракурсе, если мы видим Трампа как представителя авторитарных лидеров, то тогда теперь, конечно, авторитарный лидер против демократии. Соответственно, Соединенные Штаты должны быть против демократии Канады, Дании, Европейского Союза, Украины. Покажите демократию, мы против. Они слишком долго, видимо, на нас жалели, и теперь мы им дадим тарифом там, где им больно. Но вы знаете, что меня поражает в Канаде? Потому что я здесь был достаточно много раз, и каждый раз думаешь, вау, как легко пересечь границу. Показал людям паспорт, сказал, что ты поехал, там, не знаю, друзей навестить, и вернешься через несколько дней, заезжай, уезжай, сколько хочешь. Плюс вся страна с 30% скидкой. Потому что вот это же доллар здесь такой, у нас американский доллар такой мощный. Поэтому здесь вся страна на распродаже. Иди сюда, закупайся, просто мечта. И они рады к тому же. И вдруг одним этим заявлением о тарифах нашему будущему президенту удалось ухудшить отношения с нашим ближайшим соседом. Ухудшить отношения, что теперь у них, возможно, государство и власть, правительство теперь может измениться, развалиться в бездосрочные выборы из-за того, что из политики Трампа по поводу Канады. С каких пор мы, как Америка, вообще стягаемся с Канадой? Это вот потому что, да, разговор не о том, чтобы Канада стала 51-м штатом. Ну, по крайней мере, не при этой каденции Трампа. Но то, что можно испортить отношения со странами, с которыми всегда были хорошие отношения, вот это реальность. И вот тут я согласен. Самый важный тут риск – это испортить отношения с нашими союзниками, испортить отношения с Канадой, с Евросоюзом, так далее, так далее. И, значит, наша ключевая задача в следующие 4 года – это будет стараться работать с разными рычагами власти в Соединенных Штатах, чтобы это остановить. И даже среди республиканцев есть те, которые все-таки понимают важность
наших союзников. Я напомню, что несколько лет назад Конгресс проголосовал, что президент Соединенных Штатов не имеет права вытащить Америку из НАТО без того, чтобы Конгресс с ним соглашался. И за это голосовали не только демократы, но еще и республиканцы. И, значит, тут вот будет наша задача. Это работать с теми в республиканской партии, чтобы стараться все-таки остановить эту администрацию, не позволить этой администрации слишком приближаться к диктаторам, делать слишком много дистанции между нами и нашими союзниками и стараться изменить их действия. И я думаю, что это возможно. Я еще дам один пример, связан с Украиной, где во время первого срока Трампа Конгресс проголосовал, что положено Украине, я думаю, $500 миллиарда оружия. Трамп отказался вам эти оружия давать и старался использовать эти оружия, чтобы шантажировать Зеленскому, чтобы Зеленский ему дал грязь про Байдена. Но что случилось? Как только это вышло в публику, спасибо, я скажу, одному из наших директоров, Александр Винмен, кто выступил публично и сказал, вот он был на звонке, и вот что случилось. Когда это все вышло публично, у Трампа не было другого выхода. Он был вынужден вам дать эти оружия. И, значит, тут есть возможности пушать, не то что заставлять, но как бы почти заставлять эту администрацию все-таки делать то, что надо делать. Значит, мы не должны просто поднимать руки и говорить, все, Трамп, американский президент, будет работать с диктаторами. Нет, все-таки тут есть возможности на него влиять и все-таки двигать Америку в правильную сторону. Юрий, вы тоже видите возможности влиять на Трампа и то, что Трамп потом, в свою очередь, будет влиять на таких диктаторов, как тот же Путин? Я, честно говоря, больше рассчитываю на то, что мы уже видим, когда происходит раскол между Илоном Маском и Стивом Бенноном, и когда внутри замка эти революционеры, когда они сплотились вместе, чтобы избавиться от своей главной угрозы демократического государства, теперь, пробившись внутрь, они начинают ссориться. И мне кажется, я рассчитываю на то, что на их ссоры больше, чем на давление институтов. Потому что давление институтов должно происходить, оно будет тормозить тот развал, который будет пытаться добиться и осуществить следующая администрация, просто посмотря на тех, кого они назначают. Они назначают людей, которые будут бороться с их министерствами. Поэтому, да, я согласен, что тут очень ключевая роль — это то, что будут делать республиканские политики, именно даже сенаторы, да и конгрессмены тоже, потому что они будут играть ключевую роль. И очень важно, мне кажется, тут фундаментальное понимание. Мне кажется, то, на чем можно найти базу договоренности, согласия, это угроза России. Потому что, мне кажется, тут и республиканские политики, и демократические политики, и все, кроме почему-то трампистов, очень четко понимают, что эта угроза России идет от России. Мне кажется, таким образом возможно строить какие-то коалиции, понимая, что реальное продвижение произойдет из-за развала внутри этих революционных войск. Урель, мы уже говорили, что поговорим об этом позже и о том, что все это, в принципе, вкладывается в одно решение одного вопроса, и Российская Федерация, и Китай, и вопрос российско-украинской войны. По крайней мере, об этом говорит тоже наш политолог Вадим Денисенко, и он считает, что, по сути, и Российская Федерация, и вопрос Украины, это будут как такие прокси-вопросы для Трампа, который будет все вкладывать в эту такую двустороннюю борьбу Штаты-Китай, Штаты-Китай, Китай-Штаты. Действительно ли это будет возможно в таком виде, или все-таки изначально та же миссия Кита Келлога, которая запланирована на январь, те же обещания Трампа закончить войну в Украине за 24 часа, начнется с них в январе, а там, как говорится, будем посмотреть? Я думаю, что видно будет. Конечно, нам надо будет обсуждать войну в Украине с точки зрения Китая как раз. Нам надо показывать, что если вы хотите противостоять против Китая, то как раз Украина должна выиграть, что это как раз в наших интересах против Китая, не только против России, но против Китая, чтобы Украина выиграла, потому что Россия — это самый ближайший друг Китая. И если Россия выиграет, то это увеличит в несколько раз
тот риск, который Китай представляет, ту угрозу, которую Китай представляет не только всему свободному миру, но вот и специфически Тайваню. И если мы готовы все-таки защищать Тайвань, то тогда тут может быть и столкновение между Китаем и Соединенными Штатами. И это будет огромный риск представлять всему миру. Но, конечно, тут опять это представляет новый вопрос. А готов будет ли трамповская администрация защищать Тайвань? А тут опять мы не совсем этого знаем. Значит, несмотря на то, что Трамп выступает и говорит, что все вокруг, все, что он старается делать, все, что он говорит про Панаму, про Канаду и так далее, это вот он готовится бороться против Китая. Я не знаю, насколько я вижу, что он в реальности готов бороться против Китая. Я напомню зрителям, что несколько дней назад трамповская компания, его Transition Team, написала Верховному суду США, что они считают, что TikTok не надо запрещать. Что только Трамп, такой гений, как он есть, сумеет придумать сделку между TikTok и американскому правительству, где всем будет хорошо. Я напомню людей, что у Трампа есть почти 15 миллионов подписчиков на TikTok, и я одновременно напомню, что TikTok — это часть китайской разведки. И это не только означает, что Китай может брать какую-либо информацию про американских граждан от TikTok, но это еще означает, что Китай может продвигать дезинформацию на TikTok и влиять на американский народ. И это такой большой риск. И Трамп, несмотря на это, и несмотря на то, что несколько лет назад он сам старался запретить TikTok, сейчас он против того, чтобы запрещать TikTok. Значит, опять же, я тут вижу несколько вещей, которые меня очень тревожат и мне показывают, что Трамп в реальности не готов противостоять против Китая. И наша задача — это его толкать, его почти заставлять делать то, что он сам говорит, что он хочет сделать. Противостоять против Китая, продвигать американские интересы, бороться против диктаторов. И я не знаю, это будет наша ключевая задача, и надо будет использовать его слова, его собственные слова, чтобы продвигать эту цель среди республиканцев и среди будущей трамповской администрации. Анализирует 5 возможных различных и внутренних, и внешних сценариев, которые стоит ожидать за каденции новой второй Дональда Трампа. При этом, как говорит Джон Икенберри из Принстонского университета, Трамп, который готов оспорить почти каждый элемент либерального международного порядка, и торговлю, и альянсы, и миграцию, и многосторонность, солидарность между демократией, права человека, все. Один из них, все равно варианта возможного развития событий, заключается в том, что возможна сделка между Штатами, Российской Федерацией и Китая, которая позволит оставить им сферы влияния, а сам Трамп сосредоточится на своем доминировании в своем регионе. А вы считаете такой сценарий возможным? Я думаю, что это то, к чему мы движемся. И тут единственный вопрос в том, насколько этим планом удастся осуществиться. Потому что, посмотрев на требования и желания Китая именно с ТикТоком, это замечательный пример того, как Трамп уже, по идее, продал Украину Путину, а теперь продает американцев Китаю. Потому что это означает, что если он же хочет добиться сделки, при которой все довольны. А если бы он не вмешивался, то уже все были бы довольны, все это было бы сделано. Значит, он недоволен. Значит, любая сделка не окончательная, пока Трамп недоволен. А когда Трамп доволен, когда он за это, видимо, что-то получает. Не знаю, если будет называться Трамп ТикТок, или Трамп будет что-то с этого просто каким-то образом иметь. Но это часть того дерибана государства, который сейчас просто идет к такому не то чтобы легализированной, а нормализированной коррупции. Когда можно сказать, что, я не знаю, владелец китайского этого ТикТока ByteDance может сделать невероятный донат на избирательную кампанию, купить башню Трампа, я не знаю, что угодно, и тогда Трамп доволен, и все, значит, довольны, и сделка может двигаться вперед, и тогда не нужно банить ТикТок. А то, что ТикТок в результате, естественно, получает
получает всю информацию об американцах, ну так это в цели сделки вообще не входило. И опять же, у Илона Маска большие интересы с Китаем, поэтому представить себе, что наш теневой серый диктатор, кардинал, сможет разругаться с там, большим производителем Теслы и так далее, тоже выглядит как бы нерезонно. Значит, скорее всего, они найдут общий язык. А с другой стороны, сейчас вышла статья о том, что Китай hypercharged, так сказать, в повышенном уровне помогает России сейчас с производством дронов. И это пишут, это Институт for Study of War, это было написано, передано в расследовании CNN. То есть мы видим, как наши медийные институты на самом деле работают, чтобы донести до нас информацию о том, что Китай продолжает усиленно помогать сейчас России. И что мы будем по этому поводу делать? И я бы, наверное, даже думаю о том, что политикам, конечно, угроза России – это важно, но я думаю, потеря собственной власти и влияния тоже важна. И чем больше они будут отступать перед Трампом, чем больше они будут от него зависеть, тем больше они теряют собственной власти. И поэтому еще одна причина, почему мы видим, политики противостоят Трампу, потому что они не хотят терять свое влияние, как бы не отдавать свою власть и решение этому человеку, а пытаться от кого-то других зависеть. Иногда это, как, скажем, в Юте, когда есть сенатор новый, который не зависит от Трампа, он зависит от мормонской церкви, потому что они как бы там главные, они его избрали. Но он тоже республиканец, потому что других в Юте нет. Поэтому это такой интересный момент, когда можно насобирать такие коалиции, когда люди, опять же, надеются на удержать собственную власть, не отдать ее Трампу, а удержаться самим. Но в этот момент Китай является просто примером того сильного диктатора, империалиста, с которым Трамп легко способен найти общий язык. Поэтому, опять же, представить себе, что мы идем на какой-то конфликт с Китаем, сложно. Единственное, что можно представить, это исторический вариант, когда даже договор Молотова-Риббентропа закончился о разделе мира, с тайным разделом мира. Все так же, как похоже. А в конце концов Гитлер вероломно напал. Поэтому кто здесь вероломно, какой диктатор на какого позарится, на чью империю первым, и кто при этом будет населением страны и планеты, это вот открытый вопрос. Но просто вещи двигаются по такому сценарию, и, возможно, мы увидим противостояние Китаю просто не от того, что мы подозревали, о том, что Китай позарился, я не знаю, на Гренляндию, на еще что-то. Посмотрим. Но я думаю, что Тайвань будет сейчас очень сложно рассчитывать на американскую помощь в принципе. Урель, а я вот так еще подумала, мы уже не раз сегодня вспомнили о Илоне Маске, его влиянии, его интересах и в Китае, и везде. А почему-то мне кажется, что, возможно, этот тандем теневой и явный Маска и Трампа, он совсем может быть недолгосрочен и недолгопрочен. Пусть в команде Трампа также говорят, что у Маска нет ни президентских амбиций, ни амбиций перетянуть на себя все одеяло власти, но порой так кажется, по крайней мере нам, за океаном, что ситуация может выглядеть и совсем наоборот. И кто его знает, сегодня нет, а завтра появится, что явно не понравится Дональду Трампу. Или все-таки эта команда, которая сейчас формируется, разнообразного совершенно пошиба, она будет достаточно стойким вот таким объединением? Ну нет, я думаю, что мы можем вспоминать первый срок Дональда Трампа. Команда его не бывает стойкой. Эта команда будет меняться день за днем, неделю за неделей. Значит, да, я в этом смысле абсолютно согласен с Юрием, что вот одна из наших, я думаю, самых что, на чем мы можем надеяться, то, на что мы можем надеяться, это то, что Трамп и Илон Маск могут передраться. И это возможно, это абсолютно возможно. Это два человека, у которых есть огромный эго, и я думаю, что это даже почти неизбежно, что они когда-то все-таки передерутся. Мы уже видели, как это начинается. Вот сейчас вопросы насчет визы в Соединенные Штаты. H-1B виза. Это та виза, которую бизнесы используют. Ну, люди берут H-1B визу, чтобы идти работать на такую организацию, как на мою, например. И Илон Маск выступил за эту программу, а многие трамписты, конечно, выступили против. Там включено и Стив Беннон, как Юрий и говорил. И тут потом Илон Маск выступил и говорил, что некоторые трамписты, некоторые люди, что они абсолютно идиоты и там ужасно, whatever. И, значит, уже мы видим, как они друг с другом начинают передираться. И вот я так думаю, что
что вот мы можем немножко на это все-таки надеяться. Но с другой точки зрения мы должны очень осторожно к этому относиться, потому что вот я недавно говорил с Гарри Каспаровым на эту тему как раз, вот что Илон Маск – это первый настоящий американский олигарх, что у нас в нашей истории этого никогда не было. Вот люди не понимают, что такое олигарх. Люди думают, что просто богатый человек – это автоматично олигарх. Но извини меня, нет. И они говорят, что, мол, богатые люди могут влиять на правительство. Конечно, они могут влиять на правительство. Если ты достаточно богатый, ты миллиардер, whatever, ты можешь влиять на правительство. Но это не то, что олигарх. Олигарх – это тот человек, который не только может влиять на правительство, но тот, который получает какую-то часть из своих денег спасибо правительству. Тот, который абсолютно мешает свои бизнесовые интересы и политические интересы, чтобы они не могли даже различать одного от другого. И вот с этой точки зрения Илон Маск – это первый такой американский олигарх. И его все эти интересы, Tesla, SpaceX и так далее, да, они все связаны с американским правительством. И, конечно, американская политика может двигаться в ту сторону, чтобы помогать бизнесам Илона Маска. Вот мы увидели первый раз, как трамповская администрация выступила против сделки с Rivian. Rivian – это другая компания, это конкурент Теслы. И на сегодняшний день байденовская администрация обещала большой лон Rivian. И вот сейчас трамповская администрация говорит, что когда они войдут в власть, они постараются это остановить. Но они это делают почему? Потому что им просто не интересна эта политика, возможно. А возможно, они это делают только потому, что Илон Маск спросил, чтобы они это сделали, потому что Rivian – это конкурент Теслы. И мы видим те же вопросы с Китаем. Илон Маск не может противоречить Китаю. Его номер 2, самая большая его завод в Тесле и там и SpaceX и так далее, они в Китае. Так он не может выступать против Китая. Более того, Китай самый важный производитель мира в литиум. Литиум – это самый важный элемент в электрических моторах машин, моторов электрических машин. И значит, если Илон Маск выступит против Китая, он может все это потерять. И это опять означает, что мы должны теперь думать, американское правительство делает одно или другое из-за того, что это в наших геополитических интересах, или потому что это в бизнесовых интересах Илона Маска. И значит, мы сейчас как народ должны очень осторожно к этому относиться, и мы должны делать все, что мы можем, чтобы первым показывать эти конфликты интересов, доказывать публике, что эти конфликты существуют, и потом стараться как-то их останавливать, стараться как-то медлить, останавливать и так далее. И последнюю вещь, что я скажу, это то, что несколько лет назад я считаю, что демократы грубо ошиблись. В том смысле, что они не старались взять Илон Маск к себе. У Илона Маска нету настоящей политической идеологии. Мы это видим. Он верит и говорит то, что говорят и верят люди, которые его любят. И 3-4 года назад было очевидно, что демократы почему-то отказались от Илона Маска, они его оскорбили, они его исключили из какого-то важного митинга в Белом доме. А республиканцы его начали обнимать и показывать, как много они его любят и так далее. И спасибо этому Илон Маск стал экстрим-правым республиканцем, а возможно было бы сделать абсолютно наоборот. Я тут не говорю, что это был бы такой принцип, что это вопрос не принципов, а вопрос в практике. Илон Маск самый богатый человек в мире, он был самым богатым человеком в мире несколько лет назад, и демократы имели возможность его соблазнить, и они сделали выбор, они выбрали его, наоборот, не соблазнить его, а его отрицать. Ну, смотрите. Уриэль, я с вами тут не соглашусь, потому что, когда мы смотрим на республиканскую партию сегодняшнего дня, ее лидеры – это партия отверженных. Это партии, людей, которых обвиняют в сексуальном домогательстве, в разных вещах, они проиграли выборы, их назначили на разные позиции. Это партия отверженных. И в этом смысле, когда Илона Маска отвергли демократы, он, естественно, дома себя почувствовал, наверное, у таких республиканцев. Это такая партия людей, которые идут
против, отверженные. Поэтому это ему трудно было бы в такой ситуации при сегодняшней демократической партии, которая требует такой чистой моральной кристаллизации. Конечно, мы уже видим, что сейчас остатки нашего, на последних, уже уходя администрации Байдена, собирается расследовать Маска за нарушения потенциальные на том, что у него по поводу контрактов, разглашения информации и так далее. То есть, в принципе, он не мог быть демократом. Я думаю, что тут нельзя демократам закрыть глаза и сказать, хорошо, нам не важно какой он, но он самый богатый. Это было бы предательством демократических принципов. Поэтому, если они шли на поражение таким образом, то они шли на поражение. Но сделать это, нарушив собственные правила, было бы не меньшим поражением в этом смысле. Как Байден сейчас, который помиловал собственного сына, да, он это сделал, но он потерял таким образом в демократической партии много авторитета. Поэтому сказать, вы знаете, мы закроем глаза на Маска, было бы, это большая проблема для демократов. А с другой стороны, Урия, мне кажется, вы очень красиво обозначили лимиты власти Илона Маска. Потому что ведь действительно он олигарх, таких, каких у нас в Соединенных Штатах не было. Но когда мы говорим, что, возможно, он властелин мира, абсолютно нет, потому что на Китае он заканчивается, потому что ему нужно следовать, видимо, требованиям Китая, чтобы он не потерял свои запасы литиума, чтобы он мог делать то, что ему нужно. Соответственно, ему, значит, он еще не китайский олигарх, он только пока американский олигарх. Интересно. Я не помню, в каком это году было. Это либо было в 22-м, либо в 21-м. В Белом доме была конференция про, с машинами там, и так далее. Они пригласили всех самых важных CEO автокомпаний в США. Кроме одного, Илон Маска. И они его исключили. Не потому, что он был такой или сякой. Потому что в те времена он еще был более-менее нормальный. Это было до того, как он начал выступать и говорить все эти сумасшедшие вещи. В тот момент его исключили из-за того, что там была какая-то борьба в один из его заводов, несколько, может быть, из его заводов вокруг союзов. Что вот там... Как вы сказали? Автосоюзов? Профсоюз. Профсоюзов, спасибо. Unions, профсоюзов. И это был абсолютно, я считаю, идиотизм. Это была самая грубая ошибка, которую демократы могли сделать. Исключить Илона Маска из этой конференции только из-за того, что у него на заводах были какие-то конфликты с профсоюзами, которые, я вот могу всех напомнить, это случается везде, это часто. И демократы грубо ошиблись, что они решили, что вот они только должны смотреть за интересами этих профсоюзов, несмотря на... Двойная ошибка тут, вы правы, потому что, с одной стороны, они выбрали профсоюзы вместо Илона Маска, а потом профсоюзы выбрали Трампа. Точно, точно. Teamsters, один из самых важных профсоюзов в Соединенных Штатах, агрессивно выступили в поддержку Трампа. Вот недавно их директор был на интервью с Такер Карлсоном. Вот, и даже демократы просто настолько тут ошиблись. Я вот не понимаю, как демократы выбирают, что вот они будут поддерживать интересы вот таких каких-то специфических маленьких групп, вместо того, чтобы поддерживать те интересы большинства американцев и смотреть на такие вопросы практично. Я не люблю Илона Маска. Да, это публично. Вы можете гуглить мое имя, можете гуглить мою организацию Renew Democracy Initiative, и вы увидите, что мы несколько раз публично боролись с Илоном Маском, и я даже напомню людей, что он агрессивно нас атаковал. И это первый раз в моей жизни, что я испытал такой антисемитизм онлайн, который я никогда в жизни не видел. Когда Илон Маск против нас пошел, несколько из его поддержков пошли на наш веб-сайт, и они нарисовали, и сделали скриншот, и нарисовали Маген Давид возле каждого моего коллега и члена моего Board of Directors, который еврей. Это даже тут смешная история, потому что я обнаружил, что один из моих директоров еврейка. Я не знал, что она еврейка. Ее имя Линда Шавез. Я понятия не имел, что она еврейка. Вот тут кто-то нарисовал это Маген Давид возле ее имя. Я потом ей звоню. Говорю, Линда, ты что ли еврейка? Да, я даже не знал. Так... Вот что такое люди, которые его поддерживают. Но несмотря на это все, несмотря на то, что вот я это испытывал, несмотря на то, что все это случалось, я прагматист.
И в этом смысле я считаю, что демократы грубо ошиблись, что они отвергли такого человека, который мог быть для них, даже если он не мог быть таким важным союзником, мы видим, что он может быть очень важным врагом. И они сделали из него врага. Да, двигаемся еще к вопросу российско-украинской войны на перспективу, по крайней мере, ближайшую. Наш народный депутат Украины, он же глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мирешко съездил в Соединенные Штаты Америки и говорит, что назад он возвращался в более оптимистическом настроении, чем был и находился, когда ехал туда. Не так давно вернулся из Вашингтона господин Мирешко, имел очень много встреч в рамках United for Ukraine, объединения ради Украины, и говорит, такое впечатление, что уже или этот мирный план от Трампа готов, или приближается к завершению его формирования. И по его наблюдениям Мирешко начался переход власти к новой администрации, меньше стало агрессивной риторики, более конструктивный подход вырисовывается, говорит Мирешко, в том числе в отношении Украины. Трамп понял, что решить за 24 часа вопрос нереально, но также понял, что ни в коем случае нельзя идти на уступки Путину и нельзя решать вопрос мира за счет территориальных уступок Украины. А точно ли, Юрий, понял Трамп, что нельзя идти на уступку и Путину, и нельзя решать вопрос за счет интересов Украины или в обход интересов Украины? И насколько действительно это понимание, что за 24 часа не выйдет, не сможет полностью отвернуть Трампа от помощи или превратить это в долготянущийся тоже вот такой конфликт ни туда, ни сюда? Что вы видите здесь на ближайшую перспективу? Я думаю, что Уриэль лучше понимает, что происходит в Вашингтоне и как, что так сказать, конкретно могли сказать политики, с которыми встречался украинский депутат. Но мне кажется, что поскольку сейчас выборы закончились, то градус риторики в каком-то смысле очень сильно спал. Нет нужды говорить, что они такие ужасные злодеи. Ну, потому что выборы закончились, теперь работать нужно. Но есть большая разница между риторикой и действиями. И просто потому, что теперь в политике в Вашингтоне, возможно, почему бы и нет, даже республиканцы говорят более спокойные и взвешенные вещи по поводу Украины, это не означает, что они проголосуют за помощь Украине. А это то, что говорит Байден всегда. Не говорите мне то, что вам важно, покажите мне ваш бюджет. И пока Трамп не покажет бюджета, в котором он поддерживает хоть какую-то помощь Украине, мне трудно представить все это, кроме как приятные заверения, которые, вот, помните, с вами обсуждали. Развеять опасения. Какой смысл в поездке развеять опасения? Ну хорошо, человек съездил и развеял собственные опасения и возможно, других людей. Но пониженный градус риторики не означает, что нас ждет какая-то более дружелюбная политика. Просто мы сейчас будем говорить более милые вещи, потом к власти придет Трамп, а там разберемся. Потому что в этот момент, если начинается активный откат от помощи Украине, то тогда какая разница, что тут конгрессмен какой-то или сенатор сказал, она пытались, они все равно поддерживают героический украинский народ. Но вот сейчас корабль повернулся, и мы вот вам всем машем с поддержкой и удачи. А может быть и нет. Но я надеюсь, что сейчас, мне кажется, очень важно, и опять же, интересное мнение Уриэля, чтобы больше украинцев было в Вашингтоне, чтобы больше представителей украинской власти было в Вашингтоне. Я знаю, что Тимоти Снайдер говорил, что как странно, что вот у нас такие близкие отношения с Украиной, которые мы сейчас так поддерживаем, а так мало американцев в Украине. Поэтому, когда я туда съездил, я почувствовал, что я понимаю, о чем Тимоти Снайдер говорит. Но так важно сейчас, чтобы не просто культурная поддержка, потому что при Байдене было важно, чтобы были культурные войска от Украины, бойцы в США показать, поблагодарить за поддержку и так далее. А сейчас другое. Сейчас нужно быть внутри дворца, потому что начинаются дворцовые интриги, и там нужно быть внутри как можно больше, пока эти мосты есть, пока они не сожжены. Но, тем не менее, после 20 января надо ожидать, что вне зависимости от риторики, действительно, может очень серьезно измениться, потому что не нужно будет больше играть в это вот то, что происходит сейчас, когда Путин то он угрожает, то орешником, то еще чем-то, потому что нужно продержаться до 20 января, чтобы Байден не сыграл, не спутал карты. И если все будет идти таким образом, как идет, то Келлог
туда, неважно. Главное еще несколько дней продержаться, 3 недели простоять, а там будет Трамп у власти и Путин. Да, это тут надо уже будет думать о том, что происходит в Грузии, что происходит по сферам влияния вокруг, и насколько Украина истощила возможности России быть угрозой всем остальным сейчас, и насколько Россия будет таким зомби, который будет действовать, это у нас пушечное мясо корейское, оружие китайское, флаг российский. Это вот, значит, так будет работать, поэтому сейчас противостояние, конечно, будет, и благодарность от всего мира украинскому народу, который противостоит этой агрессии, которая, мне кажется, очень серьезно истощила возможности России. Если бы мы сейчас получили еще 4 года демократической администрации, то у меня нет никаких сомнений, что Украина бы одержала победу за это время, просто потому что Россия, мне кажется, на грани развала из-за того, что севернокорейские солдаты и китайское оружие, все это подтверждает, что Россия слаба. Но сейчас Россия может получить очень сильную поддержку в тот момент, когда она и так нужна. Я просто вспоминаю Брестский мир, который был заключен агентом Лениным с Германией, но все равно Германию не спас от поражения в Первой мировой войне. Урель, насколько действительно наше присутствие, наша работа с новой администрацией будет важна именно украинской стороны, как говорит Юрий, насколько это привернет к себе администрацию Трампа, и насколько слабость и ультиматумы Путина как раз отвернет таки Трампа и его окружение от Российской Федерации? Да, значит, я начну с того, что я не думаю, что все это было бы настолько... Было бы лучше, если бы демократы были бы в власти еще один срок, но я не согласен с Юрием, что это было, что вот Украина точно бы смогла выиграть и не только удержать Россию, но и вернуть территорию и так далее. Потому что мы видим, что вот как раз Байден и говорил очень часто красивые, хорошие, милые слова, а потом делал очень мало. И ту поддержку, которую демократы давали Украине, не была, даже и вблизи не была достаточно, чтобы Украина могла выиграть. Они давали только то, что надо было дать, чтобы Украина не проиграла. Мы это уже вот с вами втроем, мы это очень часто обсуждали. Я напомню, что слова, которые были всегда сказаны, была цель для того, чтобы повысить цену для России настолько, чтобы Россия считала, что слишком высокая цена. Мне кажется, что цена сейчас очень высокая. Цена высокая, но мы не должны забывать, что в Украине тоже проблемы. И вот это само собой, для меня это настолько просто, я настолько негативно реагирую на такие, как Джейк Салливан и прочее, потому что вот они говорят, вот надо эту цену повысить и так далее, но они почему-то не думают, а какая тут цена для Украины. И вот тут цена для Украины, вот мы в Америке часто говорим, вот Украина сдерживает Россию, Украина борется и защищает весь свободный мир. Но вот, Ирина, вы же видите вот в самой стране, насколько людей погибли, сколько погибло, и сколько продолжают погибать, и сколько вы теряете. Эта цена такая высокая для вас, и это такая высокая цена из-за нас, из-за того, что мы вам не дали достаточно. Мы вам дали только достаточно, чтобы повысить цену для России, мы вам не дали то, что вам нужно было бы, чтобы победить. И значит, если бы демократы вошли бы в власть, да, было бы, может быть, статус-кво бы остался, вы бы не проиграли, не был бы риск, что Россия может просто все взять. И этот риск существует при Трампе. Но ситуация была бы, я не думаю, что просто, все, гарантия, что вы выиграете. Но теперь я хочу второй пункт сказать. Что сейчас все, мы не живем в том мире. Демократы не вернутся к власти, и наоборот, республиканцы контролируют все рычаги власти. Это означает, что мы должны с ними работать. И это означает, что Украина не только должна иметь больше представителей в Вашингтоне. Честно говоря, вы должны иметь других представителей в Вашингтоне на сегодняшний день. Потому что я просто хорошо знаю ваше посольство, я хорошо знаю, вот, как Украина работает в Вашингтоне, и на сегодняшний день у вас отношения с республиканцами проблематичны. Майк Джонсон выступил публично против вашего посла в Вашингтоне, и он сказал, что он считает, что Зеленский должен ее немедленно вернуть в Киев. И опять же, я не говорю, согласен ли я с ними или нет. Это не важно. Мое мнение тут, честно говоря, абсолютно не важно. Важно только то, что вот вы должны иметь возможность работать с республиканцами.
Так как вот на сегодняшний день ситуация расположена в Вашингтоне, я не думаю, что Украина в хорошей позиции работать, сотрудничать с республиканцами, потому что у вас мало людей, которые имеют хорошие отношения с республиканцами. Значит, я считаю, что вы должны найти других представителей, которые имеют какие-то отношения с такими, как Майк Джонсоном, с такими, как Келлогом и так далее, которые могли бы прийти в Вашингтон и продвигать продуктивное сотрудничество с такими людьми. Вот я дам пример. Такой, как Пинчук. Несмотря он абсолютно, конечно, не дипломат, он бизнесмен и так далее, но он имеет отношения с республиканцами. И другие, как он, они могут влиять на Трампа, они могут ему использовать тот же язык, который Трамп сам использует, чтобы продвигать продуктивное сотрудничество. И вот тут я думаю, просто нету ничего сейчас важнее, чем чтобы Украина нашла повод продуктивно сотрудничать с Трампом, и это означает, что вы должны найти людей, которые имеют такие отношения с республиканцами. И последний мой пункт, что вы еще должны найти примеры, вот как правильно надо с ними говорить, и какие сюжеты самые влиятельные среди республиканцев. Я дам пример, что вот когда Майк Джонсон наконец-то решил поддерживать помощь Украины, он это сделал, потому что его люди сумели убедить, что Украина защищает христиан, а Россия как раз их пытает. Вот что переубедить. Мы с вами обсуждали этот нарратив, и я вам в прошлый раз то же самое сказал, что, возможно, это просто потому, что Трамп не хотел, он не хотел, чтобы проходила эта помощь, пока он не у власти, он хотел, чтобы это произошло при нем. Это две части составляющие. Да, мы это обсуждали, но опять же, те, с которыми я говорю, которые работают в Конгрессе, которые в этом разбираются, они мне говорят, что один из самых важных нарративов, это был нарратив религии. Были ли другие там нарративы, были ли другие аргументы связаны? Я вам скажу, я согласен, что в такой ситуации, когда человек принял решение, ему нужно на чем-то это обосновать. И в этом смысле аргумент религии абсолютно правильный, потому что это тот аргумент, который устраивает мага, который устраивает всех, потому что это связано, потому что вы подобрали правильный аргумент. Но мне кажется, что это было уже вторично с первоначальными желаниями Трампа. Но тем не менее, такие аргументы, наверное, тоже важно иметь, чтобы, когда было принято решение, можно было их обосновать. Я так считаю, что они все-таки важно иметь. Я скажу, что это не я один, не RDI, не только мы так считаем. Это и другие проукраинские организации, как Разом и так далее. Они также считают, как и мы, что вот такие аргументы, такие нарративы были ключевыми, чтобы убедить Майк Джонсона и других республиканцев поддерживать помощь Украины. И на сегодняшний день я считаю, что надо продвигать и этот нарратив, и нарратив вокруг Китая, и нарратив вокруг бизнеса, что после войны будет возможность вкладывать миллиарды долларов в Украину и зарабатывать очень там хорошо. И вот как раз надо использовать эти нарративы, потому что республиканцы понимают эти аргументы. И вот я думаю, что то, что мы сейчас тут делаем, это должно быть один из наших самых важных целей. Это продвигать эти аргументы и думать, какие еще аргументы мы можем использовать, чтобы позитивно влиять на трамповскую администрацию. Да, я только думаю о том, как должен выглядеть посол из Украины. По мнению Трампа, это, видимо, должен быть какой-то очень кинематографический персонаж. Так что вы там посмотрите, кто у вас там похож на кого. Но сейчас у нас идет подбор на роли совсем по другим параметрам. Но будем их менять. Друзья, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Благодарю от всей души за конструктивные, интересные комментарии. И вызовы, и риски мы понимаем. Всего доброго, до скорой встречи. До свидания. Ирина Узлова была вместе с вами. Со мной были Юрий Рашкин, политический и общественный деятель Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, и Урия Ляпштейн, исполнительный директор некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. Друзья, спасибо, что провели вместе с нами этот вечер. Спасибо за ваши комментарии. Ставьте лайки, оставляйте свои слова и мнения. Подписывайтесь на YouTube 24-го. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.